Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я вам покажу несколько легких блюд, которыми японцы угощают гостей. Они отлично подойдут для японской вечеринки. Да, я сама говорила, что японцы особо не приглашают гостей, но это если сравнивать японцев с украинским гостеприимством, например. Не так, что совсем не приглашают. Приглашают друзей, родственников, просто не накрывают огромный стол с едой, а угощают чем-то, что удобно и весело есть компанией. Например, отличное блюдо для японской домашней вечеринки – это темаки-дзуши. Те – рука, маки – заворачивать, суши. Думаю, многие знают этот вид японских суши – темаки-дзуши. Прелесть этого блюда в том, что там нечего готовить. Гости будут готовить его себе сами. Что здорово, хозяйке меньше нервов, гости могут приготовить себе темаки-дзуши с любимой начинкой, а также это блюдо обожают дети. Для темаки-дзуши нужно приготовить рис, как для обычных суши. Берем круглый рис для суши, желательно кошихикари, промываем и заливаем водой. Порция на одного 150 грамм. На 150 грамм риса нужно 200 мл воды. Варим рис в рисоварке или кастрюле 10-15 минут, после чего даем ему настояться под крышкой еще 10 минут. В теплый рис добавляем специальный уксус для суши или смесь рисового уксуса, сахара и соли. Ставим на стол теплый рис, водоросли нори и разные виды начинки по вкусу. В качестве начинки мы использовали сашими из тунца, лосося, морского леща, японский омлет, авокадо, крабовые палочки, огурец, листья салата и угорь. Главная прелесть темаки-дзуши в том, что их можно сделать с чем угодно. Если вы не любите сырую рыбу, можно сделать темаки-дзуши с соленой рыбой. Если вы не любите рыбу, можно сделать их с жареным мясом или с овощами, с сыром, с чем угодно. Каждый гость берет небольшой листик водорослей нори, накладывает порцию риса, а сверху начинку. И дальше заворачивает, как ему удобно. Правил здесь нет. Можно экспериментировать и совмещать несколько разных начинок. Едят темаки-дзуши, как и обычные суши, с соевым соусом. Если вы не любите водоросли нори, то же самое можно делать с салатными листьями, тоже очень вкусно. Второе блюдо для приема гостей – это чираши-дзуши. Это тоже вид суши, но думаю, многие с ним не знакомы. Чираши переводится как разбросанный, чираши-дзуши – разбросанные суши. Название говорит само за себя, потому что чираши-дзуши выглядят вот так вот. Суши? Но да, в Японии есть вот такой вид суши, чираши-дзуши. И это очень популярное блюдо для приема гостей. Часто также его подают на разные праздники, как День детей, потому что дети любят есть такую еду. Но не обязательно, можно и просто друзей, гостей встречать таким блюдом. Прелесть чираши-дзуши в том, что оно легко готовится, смотрится красочно и его легко есть. В отличие от обычных суши, чираши-дзуши можно есть не палочками, а ложкой, что очень удобно для тех, кто не умеет пользоваться палочками, как, например, дети и не только дети. Чираши-дзуши могут подавать как в одной большой тарелке и потом на всех делить, так и порционно в маленьких тарелочках, что тоже довольно удобно. Для чираши-дзуши нарезаем сашими из тунца или лосося на кубики. На такие же кубики нарезаем огурец. Дальше готовим японский омлет. Для этого нужно взбить 3 яйца с 1 столовой ложкой воды и добавить немного даши, рыбного бульона. Жарим омлет так, чтобы он получился 1 см толщиной. Можно делать как я, а можно просто пожарить в один слой. Готовый омлет тоже режем на кубики. Из морепродуктов также можно добавить отваренные креветки или морские гребешки, красную икру или крабовые палочки. К порезанным ингредиентам добавляем 2 столовые ложки соуса менцию. Это соус, который делается из соевого соуса и рыбного бульона. Перемешиваем и оставляем в холодильнике на пару минут. В большую тарелку или в маленькие индивидуальные пиалочки насыпаем теплый рис для суши, а сверху высыпаем подготовленную заранее начинку. Если вы хотите приготовить что-то, что гости смогут съесть за один укус, то еще один хороший вариант – это темари-дзуши. Это тоже вид суши.
Темари – это вот такие вот шарики с вышивкой. Это древняя японская игрушка, в которую раньше дети японские играли. И темари дзуши – это вот такие вот круглые суши красочные, которые чем-то похожи на шарики темари, поэтому так они и называются. Главное отличие темари дзуши от обычных нигири дзуши в том, что нигири дзуши вкусно приготовить дома довольно трудно. Там такая техника специальное приготовление идет. Может быть, вы видели мастера суши, когда готовят, они лепят их так, чтобы рис не был слишком сбитый, сжатый, поэтому это годами нужно учиться, чтобы было реально вкусно, если вы готовите нигири дзуши дома. Но темари дзуши, наоборот, готовятся так, чтобы рис был более плотно сжатый, приготовленный. Их сжимают, чтобы они стали круглые, поэтому их приготовить намного проще. Это не делает их менее вкусными, потому что это другое блюдо просто. И именно поэтому это больше как домашний вариант суши, который могут приготовить кто угодно, не используя специальные техники. И плюс темари дзуши намного удобнее есть, потому что они более плотные, чем нигири дзуши, они не развалятся, когда вы будете есть их палочками, или даже их можно есть руками. Начинка для темари дзуши может быть как сашими, так и засоленная рыба, тонко порезанные овощи или даже колбаса, мясо. Чтобы приготовить темари дзуши, возьмите небольшой кусочек пищевой пленки в руку, сверху положите начинку, у меня это сашими из лосося, немного васаби по вкусу и накройте все это теплым рисом для суши. А дальше вот таким образом формируем колобок. Темари дзуши тоже можно экспериментировать с начинками, они получаются очень красочные, когда делать много разных вариантов. Это может быть вареные креветки, крабовые палочки, лосось, как соленый, так и свежий, тунец, свежий или маринованный в соевом соусе и так далее. Четвертое мое любимое блюдо как для домашней вечеринки, так и просто для ужина – это окономияки. Окономияки дословно переводится как окономи по вкусу, яки – жарить. Жарить по вкусу. Снова название говорит само за себя. Это вот такие вот блинчики, которые готовятся на основе теста и капусты. Все остальные ингредиенты на ваш вкус. Для приготовления окономияки смешиваем 100 грамм муки, 1 яйцо, 50 мл воды и 1 чайную ложку рыбного бульона даши. Мелко режем 100 грамм капусты и добавляем ее к тесту. Хорошо перемешиваем и добавляем другие ингредиенты по вкусу. Мы добавили креветки и рисовые лепешки мочи. Можно приготовить один большой окономияки и потом его разрезать на порции, или приготовить маленькие окономияки для каждого гостя. Обжариваем окономияки с двух сторон до готовности. Можно жарить на обычной сковородке или вот на такой электросковородке прямо на столе. На столе, конечно же, веселее. Готовые окономияки поливаем соусом для окономияки. Если у вас нет готового соуса, его можно сделать из смеси кетчупа, соевого соуса, устричного соуса и меда. Сверху окономияки можно посыпать сыром или стружкой тунца кацуо и полить майонезом. И пятое блюдо – это якитори – японские шашлыки. Главное отличие японских шашлыков якитори от обычных, привычных нам шашлыков в том, что они очень маленькие и порционные, как и вся еда, что я показала в этом видео. Для якитори чаще всего используется куриное мясо, но это может быть что угодно: и говядина, и свинина, и овощи, и даже рыба. Поэтому, опять же, все на ваш вкус. Ингредиенты насаживаются на шпажки и обжариваются до готовности со специальным соусом для якитори. Якитори можно готовить как на огне, так и на сковородке. Более подробный рецепт есть в моем видео о японских шашлыках. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Если будете готовить еду из этого выпуска, фоткайте, отмечайте меня в инстаграме, я буду очень рада. Увидимся еще. Всем пока!